Друзья, всем привет! Когда мы говорим про использование нейронок для наших бизнесов, для наших проектов, мы всегда подразумеваем, что знания LLM ограничены в части понимания нашего собственного контекста. Когда мы говорим про ограниченность знаний, мы быстро переходим к теме RAG, теме подгрузки наших собственных файлов, наших собственных знаний в нейронки различными методами. Иногда мы говорим про fine-tuning моделей, но в общем и целом мы хотим предоставить нейронке наши собственные знания для того, чтобы она использовала их как долговременную память. И когда мы говорим про перенос таких знаний, мы чаще всего оперируем файлами, PDF-ками, HTML-ками, DocX или Word-файлами. Но проблема в том, что эти файлы в 9 случаях из 10 не структурированы. У них нет четкой, понятной структуры, которую нейронки будут хорошо понимать. Да, конечно, мы всегда можем использовать какие-то внешние парсеры. Например, мы часто с вами обсуждали Mistral OCR, либо просто извлекали тексты с помощью встроенных инструментов N8N или других построителей агентов. Но у нас всегда возникал вопрос, а можно ли делать обработку наших файлов локально, что чаще всего означает секьюрно, без утечки наших данных куда-то вовне, и что, конечно же, всегда важно, либо дешево, либо совершенно бесплатно. Да еще и с таким уровнем качества, чтобы такие сложные таблицы, PDF-ки со встроенными графиками превращались в прекрасный Markdown, который легко читается нейронками, и более того, чтобы внутренние картинки и графика в этих PDF-ках сохраняли свои позиции и даже описывались прямо на лету. Да, такое делать можно, и я даже скажу больше, есть инструменты, которые позволяют отрабатывать сложные кейсы, когда картинки сложно встроены в наши файлы, и даже умеют понимать кейсы, когда наши таблицы разбиты по разным страницам, они могут держать общий контекст и понимать, что это единая таблица, и воспринимать это единым объектом. Здесь в игру вступает такой open-source проект, как Docklink. Это проект с открытым исходным кодом, который умеет парсить огромное количество форматов, PDF-ки, Word-файлы, даже картинки HTML, и распаршенные ответы также выдавать в огромном количестве форматов. Ну что, такое интересно? Смотрим до конца, ставим лайк, подписываемся и оставляем какой-то коммент. Обязательно. Спасибо. Если почитать документацию Docklink, то можно найти информацию о том, что у него очень интересная архитектура. Во-первых, это набор парсеров. Каждый парсер задействуется в зависимости от типа документа, который вы ему даете. Во-вторых, это определение структуры распаршенного контента. То есть он определяет объекты внутри документа и пытается соединить их в единые логические блоки. И более того, эти логические блоки потом используются для векторизации вашего документа, для того, чтобы ваши чанки для векторизации образовывались строго в соответствии со структурой документа, и у вас не было частичных чанков, которые потом попадают в вашу векторную базу данных и понижают качество векторного поиска. Этот проект уже несколько месяцев на слуху, у него огромное количество звезд на гитхабе, поэтому в интернете можно найти массу способов использования Docklink для своих проектов. Здесь прекрасная документация, и мы можем увидеть, что чтобы распарсить наш первый документ, достаточно инициализировать конвертер, отдать ему документ и задать некоторый выходной формат, который нам требуется, в данном случае Markdown. Давайте попробуем сделать прямо вот этот простой пример. Ну и самая сладкая часть, нам понадобится написать немного кода, но особо не переживайте, потому что код будет простой, и мы будем медленно проходить по каждой части и обсуждать нюансы этого кода. Давайте в интернете найдем какой-нибудь реализованный пример. Вот, наверное, всем вам известный репозиторий. И здесь есть несколько примеров готового кода на Python, где происходит именно то, что мы только что проговорили. Здесь происходит инициализация конвертера, передача файла в этот конвертер и экспорт результата в виде Markdown. Отлично, нам это подходит. Давайте прямо здесь заберем этот код, перейдем в наш курсор. И давайте сделаем вот такую вещь. У нас совершенно пустая папка в курсоре, и нам нужно настроить наш проект. Давайте сделаем максимально ленивый вариант. Прямо так и напишем. Настрой мне новый Python проект, который использует Docklink, и я тебе дам пример другого рабочего проекта, сделай мне подобное. И здесь вставляем пример, который мы только что нашли. Запускаем исполнение. Смотрите, как курсор хорошо отрабатывает, он сразу себе создает to-do list, и по коду, который мы ему отдали, он видит, что документы должны забираться откуда-то из папочки input, и результаты должны складываться в папочку output. И посмотрите, как выглядит структура. Есть папочка «Документы», есть папочка «Output», и даже есть уже созданный скрипт, который очень похож на тот, что мы ему дали. Давайте посмотрим. Да, здесь задается путь до файла некоторого. Дальше в консоль выводятся результаты работы. Дальше есть инициализация конвертера. И, в принципе, сохранение результатов в Markdown. Ну что, давайте попробуем исполнить этот скрипт.
Друзья, если вы до этого никогда не настраивали Python проекты, но делаете это с курсором, не переживайте. Вы, когда попробуете запустить его, у вас наверняка с первого раза будут ошибки. Что-то будет недоустановлено, что-то нужно будет инициализировать. Вам курсор подскажет все базовые вещи, все базовые первые шаги, которые вы должны будете пройти для того, чтобы запустить этот проект. Просто следуйте рекомендациям курсора, и для таких задач курсор очень хорошо работает, поэтому вы точно запустите свой проект. Кстати, вот эти все ссылки, которыми мы сейчас пользуемся, я помещу в свою бесплатную телеграм-группу. Заходите туда, забирайте, потому что тут прямо исходные коды и ссылки на документацию, которые полезно будет почитать. Так, ну а мы открываем терминал, и здесь пишем вот такую команду, то есть это запуск нашего скрипта. Предварительно, смотрите, я положил PDF-ку в папку «Документы», потому что скрипт оттуда будет забирать, и здесь прописал путь как раз до этого файла. Давайте откроем этот файл, как он выглядит. Здесь всего лишь несколько страниц, но мы видим, что довольно сложные таблицы тут присутствуют и даже график. Ну что, давайте попробуем запустить наш скрипт. Запускаем, смотрим, как он исполняется. В консоль выводятся все текущие шаги, которые мы проходим. Отлично, ждем что-то в папочке Output. Так, смотрите, нам тут вывелся наш Markdown, первые несколько строчек. И здесь у нас есть в output полный наш Markdown. Давайте закроем терминал. Какие-то левые тут слова, но потом, смотрите, применение этих корректировок. Давайте откроем наш оригинальный файл. Он начинается с применения этих корректировок, является сокращение. И дальше, смотрите, он сохранил на хорошем уровне наши списки. И смотрите, даже с первого раза прекрасные таблицы в Markdown с проставленными хедерами. И, в принципе, все выглядит довольно достойно. И обратите внимание, здесь определено, в каком месте была картинка. И даже видно, что это график, который называется «Состав доходов, полученных в 2021 году». Вот он, состав доходов, полученных в 2021 году. Но никакой обработки картинок здесь нет, к сожалению. Так, давайте перейдем обратно в скрипт. Меня вот не очень устраивает, что он забирает файлы четко по их имени. Давайте попробуем создать второй скрипт, но сделаем так, чтобы все файлы, которые содержатся в папке «Документы», забирались на автомате, и результаты складывались в папку Output. И пишу, а сделай так, чтобы он вместо списка просто брал все доступные документы в папке Documents, у которых формат подходящий. Запускаем отработку, и давайте посмотрим, что он написал. То есть мы видим, что только что создался второй скрипт, который называется Multiple Formats. И видим здесь правильную конструкцию. Он забирает из папочки «Документы» все файлы, которые соответствуют форматам вот таким, с которыми, в принципе, работает Doclink, и передает их на процессинг. Давайте попробуем добавить еще один какой-то файл и посмотрим, каким образом это отрабатывает. Вот я добавил еще какой-то файл, то есть рядом с оригинальным файлом будет еще какой-то странненький файл лежать, но нам, в принципе, для нашего тестирования подходит. И давайте опять вернемся в наш курсор, откроем терминал, и теперь уже запустим второй скрипт. Так называется. Давайте запускаем наш скрипт и смотрим на папочку Output, что там окажется. Так, смотрите, у нас тут появилось два аутпута, output файл, тот самый оригинальный файл, который мы уже до этого отрабатывали. И смотрите, второй output как раз второго файла, где у нас есть прямо вот тот текст, сам текст тарабарщина, но он все прямо хорошо распознал и сохранил все списки, все буллет-поинты, расставил заголовки. Я хочу напомнить, что это все происходит 100% локально, только на вашем компьютере. Но меня, естественно, очень сильно цепляет вот эта история. Мы видим, что он определяет прекрасно места, где были картинки. Вот мы видим, да, что в самом верху есть картинка. Но мне интересно, а может ли он описывать эти картинки таким образом, чтобы это все вместе хранилось в едином маркдауне, в едином контексте? Мы возвращаемся в документацию Doclink, идем на вкладку Enrichment Features и видим, что тут есть отдельный пункт, который называется Picture Description. И здесь сказано, что если вы хотите описывать картинки в документах, то все это можно делать с помощью визуальных моделей. Более того, тут сказано, что модели могут быть локальные, а могут подключаться извне, то есть удаленные vision модели. Меня на самом деле интересует возможность описывать картинки с помощью коммерческих моделей, потому что мы знаем, что локальные модели могут это делать на довольно низком уровне, если особенно у нас не хватает ресурсов на наших серверах. Давайте попробуем подключить коммерческую модель от OpenAI для того, чтобы она нам описывала наши картинки и вставляла описание сразу же обратно в документ, для того, чтобы сохранять контекст этого документа вместе с исходным текстом. Я забираю вот этот код и возвращаюсь обратно в курсор. И пишу максимально прямолинейно. Я вижу в документации, что он может сразу же обрабатывать картинки из файлов. Добавь эту возможность мне. Я бы хотел использовать коммерческую модель от OpenAI для этого. Вот выдержки из их документации. И вставляю ниже всю документацию, которая мне понадобится. И запускаю процесс. Вижу, что он работает с правильными переменными в соответствии с документацией. И создает мне третий скрипт. Давайте посмотрим на сам третий скрипт.
обратите внимание, что здесь уже как раз импортируется Picture Description API Options и заданы правильные Pipeline Options для того, чтобы использовать внешние модели. И дальше уже подключается наш API от OpenAI, где мы задаем нужную нам модель, которая умеет анализировать картинки. И задаем правильный промпт. Описываем графики или картинки максимально подробно, используя все доступные данные. Я вам даю все ссылки и промпты для того, чтобы вы могли воспроизвести этот процесс у себя на компьютере. Ну а если вам нужен будет исходный код именно вот этих скриптов, то я его положу в свою про-группу. Кстати, посмотрите на нее тоже, потому что мы там мега глубоко изучаем искусственный интеллект, инструменты и, в принципе, подходы автоматизации для своего бизнеса, для своей карьеры. Там очень интересно. Ну, сейчас давайте попробуем запустить наш третий скрипт и посмотрим, каким образом отработается наш файл. Файл у нас остается прежним, но меня очень интересует как раз первая страница и момент, где у нас представлен график. Мы-то знаем, как бывает критически важно векторизовать графики и их смысловую часть для того, чтобы RAG работал корректно. Переходим и запускаем скрипт. Смотрим, как отрабатывается скрипт, и когда он выполнится, я к вам вернусь. Так, ну что, скрипт только что выполнился, давайте переходим на наш Markdown и ищем именно первую страницу. Смотрите, вот у нас определилось, где у нас содержится картинка, и дальше здесь написано: на представленном графике есть круговая диаграмма, показывающая распределение различных категорий доходов или сборов. Например, видим пошлины мадридской системы, у которой объем составляет 82,4, что есть 17,3%. Давайте откроем и посмотрим пошлины мадридской системы 82,4, 17,3%. На самом деле я хочу сказать, что это в принципе умопомрачительно, если мы рассматриваем то условие, что большинство этих операций происходит у нас локально, на нашем компьютере, и только лишь описательная часть самих графиков делается с помощью коммерческих нейронок, при том, что это же можно делать с помощью и локальных нейронок в том числе. На этом мы будем завершать видео, но в конце я вам хочу сказать, что эта же библиотека Docklink интегрирована с самыми популярными RAG-фреймворками, например, LangChain и LlamaIndex. И здесь же есть сериализация и чанкинг. Например, здесь есть очень перспективный гибридный чанкинг, который разбивает ваш документ на чанки по логическим блокам и векторизует поблоково эти данные и помещает их в векторную базу данных. Это помогает сохранять на очень высоком уровне векторный поиск и получение чанков обратно, когда вы пользуетесь векторной базой данных. Это тема для отдельного видео. Если такое интересно, обязательно пишите в комментариях. Можно будет развивать эту тематику, изучать дальше, как работают open-source библиотеки, в частности Docklink, потому что возможностей здесь намного больше, чем покрыто в этом видео. Опять же, все прямые ссылки ищите в нашей бесплатной прогруппе. Если вам нужен исходный код вот этой автоматизации, то его забирайте в прогруппе. А на этом все. Хорошего вам дня.